Здравствуйте! Добро пожаловать в Академию китайской кухни Цзин Ши Тang. Скоро будет китайский Новый год, Чуньчжэ, то есть праздник весны. По китайской традиции сейчас пора выполнить одно важное дело – это наклеивать чунлен. Чтобы могли понять чунлен, сначала объясню один специфический традиционный вид надписи в Китае – дуйлен. Парные надписи – это две надписи с параллельным смыслом, совпадающие по количеству иероглифов. Первая надпись называется шанлен, первый свиток, а вторая надпись сялен, второй свиток. По правилам, между первым и вторым свитками иероглифы, слова, фразеологизмы и смысл должны быть в параллелизме. Они могут быть либо синонимы, либо антонимы. Например, 青山不老，绿水长流。Кроме того, даже в тонах тоже должен быть определенный параллелизм. Последний иероглиф первого свитка должен иметь третий или четвертый тон, а последний иероглиф второго свитка – первый или второй тон. Таким образом, когда читают, эмоция увеличивается и звук станет громче. Если же сделать наоборот, будет звучать грустно. Так. 绿水长流，青山不老. И энергия, и громкость как будто идут вниз. Вот это наши дуйлен, а чунлен – это дуйлен, предназначенный для праздника весны. В отличие от обычных дуйлен, чунлен часто пишут на красных полосах бумаги, развешанных по обе стороны двери каждой семьи перед праздником весны. Кроме того, чунлен включают в себя не только две вертикальные надписи, но и горизонтальную надпись между ними, которая называется хэнгпи. Хэнгпи обычно состоит из 4 иероглифов и чаще всего представляет собой фразеологизм чэнью. В истории Китая эти надписи для праздника весны не все время называли чунлен, и также не с самого начала писали на бумаге. До династии Мин они часто назывались таофу, как написано в этом древнем стихотворении «千门万户曈曈日，总把新桃换旧符». Потому что тогда эти надписи писали на персиковых досках. В китайской культуре считают, что персиковое дерево может устранять зло, а полосы красной бумаги, которыми люди постепенно заменили персиковые доски для написания чунлен, имеют такую же функцию в народном понятии. Кроме того, красный цвет считается праздничным в Китае. Хорошо, столько болтала о чунлен. Сейчас напишу одну пару для вас. Поехали! Ура! Наш чунлен уже готовы! Это наш первый свиток. Он заканчивается иероглифом «цай», который имеет 4-й тон. А это наш второй свиток. Он заканчивается иероглифом «тang»,
которая имеет второй тон. Это горизонтальная надпись «Ди Син Гао Чжао», значит сопутствует удача, счастье, улыбается. Теперь только осталось наклеить. Тут надо сначала разбираться с порядком двух свитков. Многие говорят, что чунлен только читаются справа налево, но это неправда. На самом деле, в современном Китае справа налево и слева направо оба бывают. Главное, что определить направление первого и второго свитков можно с помощью горизонтальной надписи «Хэнгпи» между ними. Если хэнгпи читается слева направо, то первый свиток должен быть наклеенным слева, второй справа. Если хэнгпи читается справа налево, «Ди Син Гао Чжао», то первый свиток надо расположить справа, а второй слева. Я написала хэнгпи справа налево, потому что в древности иероглифы писали справа налево. Хочу, чтобы наши чунлен выглядели в более традиционном стиле. Все равно, какое направление выбирайте. Самое главное, не перепутайте его, когда будете наклеивать свитки. Если наклеили первый свиток там, где должен быть второй, кажется, что это значит весь год будет не гладким и перепутанным, как перепутанные чунлен. Не знаю, это правда или нет, но одно последствие точно будет. Если неправильно наклеили, то гости или люди, проходящие мимо вашей двери, будут смеяться над тем человеком из-за того, что он неграмотный. Сейчас наклеим наши чунлен аккуратно и правильно. Примерно будет так выглядеть на двери. Надо так читать. 前兔似锦人自在 春风和畅福满堂 хэнгпи ди син гао чжао. Тут есть одна игра с иероглифами 前兔似锦. Переделали из этого китайского фразеологизма 前途似锦 – прекрасное будущее. Поскольку у иероглифов «тен» и «тен» одно и то же произношение, в данном случае заменили «тен» на «тен» – деньги, затем «ту» заменили на «ту», потому что в этом году будет знак зайца «ту» по китайскому гороскопу. У них как раз тоже похожее произношение. Тогда можно так понять 前途似锦 – прекраснее будущее и богатство в году зайца. В конце хочу по-китайски желать вам в новом году зайца 前途似锦 福气满堂 吉星高照. Делитесь этим видео с друзьями и поставьте лайк. Передаем хорошие пожелания большему количеству людей. Увидимся в году зайца. 再见!